Скорпион. Гороскоп на июль 2025 года. Июль для вас, скорпионы, не будет спокойным или скучным. Этот месяц создан для того, чтобы вы, наконец, увидели, насколько сильными можете быть. Все, что вы долго откладывали или боялись признать, начнет проявляться ясно. Сначала может показаться, что это слишком. Будет много событий, новых задач, разговоров и решений, которые придется принимать. Но именно в этом ритме вы почувствуете, что внутренне окрепли. В самом начале месяца вы заметите, что люди чаще будут обращаться к вам за советами и поддержкой. Скорпионы всегда были теми, кто умеет слышать и понимать то, о чем другие молчат. Это качество сейчас станет особенно важным. В работе и в семье от вас будут ждать ясности и твердости. Если хотите сохранить силы, учитесь распределять внимание. Не стоит решать все сразу. Вы не обязаны тащить чужие дела на своих плечах. Первая половина месяца подойдет для того, чтобы запускать проекты и обсуждать планы. Все, что связано с обучением, переговорами, поиском новых идей, пройдет удачнее, если действовать без спешки. Не позволяйте другим подгонять вас или настаивать на решениях, к которым вы еще не готовы. Ваш темп, ваш выбор. Финансы в июле могут немного колебаться. В начале месяца появятся шансы заработать больше или вернуть деньги, которые вам должны. Во второй половине появятся расходы, которые вы не планировали. Чтобы избежать стресса, лучше заранее отложить небольшую сумму на запас. Скорпионам важно помнить, что стабильность всегда начинается с доверия к себе, а не к обстоятельствам. Не позволяйте случайным трудностям сбивать вас с настроя. Особенно внимательно относитесь к финансам в период ретроградного Меркурия. Если предстоит покупка техники, оформление кредита или подписание важных договоров, лучше всего несколько раз проверить и отложить до августа. Во второй половине месяца могут возвращаться вопросы старых долгов или обсуждения с близкими, как распределять совместные расходы. Не торопитесь с решением, дайте себе время все обдумать. В середине месяца наступит время, когда многое захочется пересмотреть. Будут вопросы к себе, что мне по-настоящему важно, с кем я хочу идти дальше, а с чем пора попрощаться. Это не кризис, а этап взросления. В такие дни лучше не принимать резких решений, дайте себе время подумать. Если чувствуете, что на душе беспокойно, полезно побыть в одиночестве. Скорпионы нередко находят ответы там, где никто их не ждет, в тишине и в простых действиях. Особое внимание в июле стоит уделить отношениям. Если вы в паре, наступит момент, когда откровенные разговоры станут необходимыми. Может показаться, что они сложные или даже рискованные, но без них не получится двигаться дальше. Все, что долго замалчивалось, будет проситься наружу. Это хорошо. Когда правда произнесена, уходит напряжение. Если вы свободны, месяц может подарить встречу с человеком, который напомнит, что тепло и доверие возможны. Не спешите идеализировать и строить планы на будущее в первые дни знакомства. Позвольте чувствам развиться естественно. Чем меньше ожиданий, тем больше шансов, что отношения будут честными. В этом месяце важно обращать внимание на то, как вы себя чувствуете. Скорпионы часто не показывают усталости и скрывают тревогу, но июль учит быть более заботливыми к себе. Если вы чувствуете, что хочется больше покоя, не игнорируйте это. Лучше вовремя отдохнуть, чем доводить себя до раздражения. Ваше здоровье будет тесно связано с умением давать себе отдых и не держать все в себе. Во второй половине месяца может появиться ощущение, что усталость накапливается быстрее, чем обычно. Это нормально. Старайтесь больше бывать на воздухе, хорошо высыпаться и не перегружать себя лишними обязательствами. Если есть старые хронические вопросы, уделите им внимание. Простое обследование или консультация могут дать спокойствие. Вторая половина июля пройдет под влиянием ретроградного Меркурия. Это значит, что многие дела замедлятся, появятся неожиданные задержки. Будьте готовы к тому, что планы придется корректировать. Это не ошибка и не знак,
что-то идет не так. Просто время проверить, все ли вы делаете так, как хочется. Если есть важные договоры, переговоры или поездки, отнеситесь к ним внимательно. Проверяйте документы и договоренности дважды. Не бойтесь переносить даты или брать паузу. Ретроградный Меркурий часто возвращает в жизнь старые темы и людей. Могут объявиться те, с кем вы давно не общались. Кто-то может напомнить о незавершенном разговоре или долге. Если есть возможность, закройте эти вопросы спокойно, без обид. Это поможет вам очистить пространство вокруг себя. В июле будет особенно важен навык отпускать. Если что-то или кто-то больше не радует, не бойтесь прощаться. Скорпионы умеют прощаться с прошлым глубже других. Но для этого нужно честно признать, некоторые связи себя исчерпали. Не все, что начиналось с большой важности, обязано длиться вечно. Кармическая задача месяца – научиться уважать свои границы. Вы можете помогать другим, быть рядом, поддерживать. Но это не значит, что вы должны жертвовать собой ради чужого спокойствия. Ваше благополучие важно не меньше. Чем больше вы будете заботиться о себе, тем меньше претензий услышите от других. Все, что делается с уважением к своим потребностям, в итоге принесет пользу и вам, и близким. Конец месяца подведет к естественному итогу. Вас потянет навести порядок в делах и в мыслях. Захочется понять, где заканчивается хаос и начинается ясность. В эти дни хорошо заниматься домом, упрощением быта, возвращением к привычкам, которые приносят спокойствие. Это время подведения итогов. Вы поймете, что многое, что раньше казалось важным, больше не цепляет. А кое-что, наоборот, стало основой вашего внутреннего равновесия. Финансовая сфера в конце месяца стабилизируется. Если были задержки, они начнут решаться. В работе появятся понятные задачи, а в личной жизни больше доверия. Все, что вы делали в июле с нетерпением и вниманием, вернется к вам в спокойствие. Если хочется одним словом описать ваш июль, это слово «обновление». Вы будете прощаться с лишним и сохранять то, что по-настоящему дорого. Друзья, спасибо за просмотр. Пусть этот месяц принесет вам ответы на вопросы, которые давно уже ждут решения. Пусть в жизни появится больше тепла и ясности. Если хотите узнавать прогнозы каждый месяц, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. А если интересно разобраться глубже, напишите «Хочу личный разбор». Все будет хорошо. С вами был Генрих Яковлевич Жемчужный. До встречи в следующих видео. И обязательно подпишитесь для того, чтобы знать гороскоп на август.